Всем привет! Помните, в прошлом году я делала видео с оливковой фирмы Conviver, где я рассказывала о том, как правильно выбирать оливковое масло и что нужно знать для того, чтобы употреблять в пищу только хорошее оливковое масло. Вот в этом году у меня есть уникальная возможность показать вам весь процесс производства оливкового масла, начиная с момента сбора оливок и заканчивая первым маслом, которое вот-вот сейчас будет получено. Мы все в предвкушении, потому что сразу же это же масло пробуется. И оставайтесь со мной, я думаю, что вам будет тоже очень интересно. Время, когда собираются оливы, это самый важный момент. От этого будет зависеть количество полезных веществ в будущем масле. В этом году сбор олив начался на неделю раньше. Это видео я снимала 25 сентября 2021 года. Когда на зеленых оливах появляется золотистый оттенок, то это значит, что внутри оливы закончился процесс формирования масла, и все натуральные полезные вещества находятся на своем максимальном уровне. Если оливы оставить несобранными еще пару дней, то они начнут менять свой цвет, постепенно становиться темно-синего цвета, и при этом начнут терять находящиеся в них антиоксиданты. Производится ли из таких уже потемневших олив масло extra virgin? Да, конечно. Будет ли оно вкусным? Вполне возможно. Но будет ли оно очень полезным для нашего организма? Смотря что мы вкладываем в понятие полезность. Если мы относимся к маслу не только как к продукту для готовки и жарки, а как к ценнейшему питательному элементу, и я бы даже сказала, как к натуральному лекарству, то, безусловно, нужно отдавать предпочтение маслу, полученному из зеленых олив. Стоит заметить, что количество полученного масла при этом будет значительно меньше, но качество такого масла самое высокое, поэтому не так много производителей, которые выбирают качество, а не количество. Оливы собираются с деревьев руками, в помощь только вот такая маленькая пластмассовая грабля. Электрический гребень, который использует большинство других фермеров, здесь не применяют, так как он может повредить ягоду, и она моментально начнет окисляться. С дерева олива падают на предварительно расстеленную на земле сетку и постепенно высыпаются в приготовленные пластиковые корзины. В одной такой корзине примерно 22-25 килограмм. Самое главное – это не наступать на уже упавшие на землю оливы, так как такая раздавленная олива сразу же будет подвержена окислению и затем при сортировке выбросится. Часть листьев и веток убирается здесь же в поле, ну а следующая сортировка уже в тени, рядом с перерабатывающей машиной. Нельзя оставлять оливы на солнце, они очень быстро нагреваются, поэтому время между тем, как оливы сняли с дерева и отправили на переработку, должно быть минимальным. После того, как олива упала на землю, она начинает терять свои качества. И здесь я впервые, конечно, увидела, как действительно оливы через 2,5 часа после сбора идут на переработку. Это, конечно, возможно только благодаря наличию своей собственной мельницы, потому что в основном те, кто выращивают оливы в Испании, отвозят их на общую мельницу, где, во-первых, приходится ждать своей очереди, во-вторых, все, что в дальнейшем будет происходить с оливами, будет зависеть уже не от тех, кто выращивал оливы, а от хозяина мельницы, так что цепочка прерывается. Роса, хозяйка оливковой фермы, работает в поле вместе со своим мужем Хосе, братом Эдуардом и сыном Чави, наравне с еще 2 работниками. Я, конечно, была впечатлена, как она выдерживает такой ритм с 7 утра до 5 вечера, делая абсолютно всю работу, поднимая 20-килограммовые корзины и одновременно контролируя все процессы. Но время при сборе олив решает все. Важны каждые руки, тем более, когда на кону стоит результат твоей работы за весь год. Это ведь так же, как на винограднике. Ты целый год вкладываешь свои силы, знания, труд, чтобы во время сбора урожая получить продукт самого высокого качества, которым ты будешь потом гордиться. Хосе говорит, что в этом году они ожидают прекрасное качество масла, так как оливы собираются в самый правильный момент своего созревания. Но вот количество олив на деревьях меньше, чем в хорошие года, так как весной в период цветения было жарко, пришел очень теплый ветер и многие цветочки засохли. Но тут ничего не поделаешь, каждый год может преподносить свои сюрпризы, и нужно быть к этому готовыми. Знаете, почему оливковое масло, настоящее оливковое масло так дорого стоит? Потому что в него вложено столько труда, стольких многих людей и так много физического труда и так много любви во все это. Если оно сделано правильно, если оно приготовлено по всем технологиям,
то, безусловно, такое масло просто не может никак стоить дешево. Перед тем, как оливы попадут на переработку, их еще 2 раза перебирают. Сначала удаляя крупные веточки и листья, а затем они высыпаются на вот такое сито. И здесь уже, во-первых, убираются плохие ягоды и какие-то попавшиеся с земли камешки, а во-вторых, что интересно, совсем маленькие оливы проходят через дырочки и удаляются. Их уже не используют, несмотря на то, что они целые и здоровые. Из-за своего маленького размера они практически состоят из одной косточки, и поэтому, если попадут в оливковую массу, то придадут маслу излишнюю горечь. А еще ни в коем случае нельзя допустить, чтобы температура в корзине с оливами поднималась. Роса постоянно запускала руки в глубину корзины и так понимала примерную температуру. Это важно, так как нагрев приведет к началу окисления, а этого допускать нельзя. Задача свести к минимуму количество таких вот олив. Когда перебрали большую часть олив, запускается машина. И оливы постепенно засыпаются в аппарат, где, собственно говоря, и происходит экстракция масла. Внутри этого аппарата крутятся жернова, которые перерабатывают оливы в кашеобразную массу, а затем уже из этой массы выделяется масло. Здесь ужасно шумно, поэтому надеваются специальные наушники. Для того, чтобы масло имело квалификацию Extra Virgin Olive Oil, ни оливы, ни оливковая масса не могут нагреваться выше 27 градусов, поэтому в аппарат подается холодная вода, остужающая агрегат. Что еще интересного? Вот как думаете, что это такое? Не очень приятное на вид, правда? Это и есть жмых, то есть то, что остается после первого отжима, и который некоторые производители перерабатывают 2-й раз и получают так называемое жмыховое масло. Здесь на ферме Conviver все это идет в компост и затем обратно в землю, где растут оливы. Примерно через полчаса после засыпки первой партии мы увидели первые капли оливкового масла 2021 года. Как только пошло масло, Роса его пробует на вкус. Несмотря на то, что крутящаяся оливковая масса источает чудесный аромат, само масло сразу после экстракции не пахнет. Но понюхать его все равно нужно, чтобы ни в коем случае не было какого-то постороннего неприятного запаха. Аромат масла появится через 2 недели, после того, как оно отдохнет и отстоится в чинах из нержавеющей стали, и где пройдет естественную фильтрацию. Все твердые частицы и вода уйдут на дно и будут удалены. Затем перед бутылированием масло пройдет еще через бумажный фильтр, для того, чтобы нам с вами иметь возможность приобретать такое масло в течение 2 лет после его изготовления. Но скажу сразу, такое масло, про которое я рассказала, производится в очень небольшом количестве и, несмотря на высокую цену, раскупается в течение 1-го года, потому что такое масло не просто приправа к пище, а натуральное лекарство, ценность которого не стоит, конечно, измерять в деньгах. Кстати, мне тоже посчастливилось в первые минуты попробовать масло нового урожая 2021 года. Как мне объясняли Хосе и Роса еще год назад, когда я первый раз проходила у них техническую дегустацию масел разных производителей, хорошее оливковое масло должно мягко обволакивать рот и напоминать зеленые луговые травы или молодые зеленые фрукты. Конечно же, вы должны почувствовать саму оливу, вам должно хотеться проглотить это масло. Ну а когда уже вы это сделаете, то будьте готовы, без покашливания точно не обойдется. В первые часы масло очень-очень пикантное, и с непривычки можно поперхнуться. Но это и есть признак большого содержания в масле фенольных компонентов. Послевкусие этого масла еще в течение часа оставалось у меня во рту, как приятное воспоминание о приобретенном ценнейшем опыте. И несмотря на то, что в сборе олив я участвовала и в предыдущие года, но вот увидеть весь процесс от начала и до конца не получалось. Поэтому я очень рада, что смогла все заснять и поделиться с вами. Пусть и у вас будет правильное отношение к этому чудесному оливковому маслу, подаренному нам природой в гармонии с заботливыми руками человека.